Кто он на самом деле, мальчик, который однажды хотел сдаться, или легенда, изменивший музыку? История Чингука – это больше, чем просто биография. Чон Чингук родился 1 сентября 1997 года в Пусане, Южная Корея. Он вырос в обычной семье со старшим братом. Его родители были небогаты, но всегда старались поддерживать своих детей. С ранних лет у Чингука проявился талант к музыке и искусству. Он любил рисовать и танцевать, но его главной страстью было пение. В детстве он стеснялся выступать перед публикой, но его голос быстро заметили. Жизнь в Пусане научила его простоте и трудолюбию. Уже тогда он мечтал о сцене, хотя и знал, что путь к ней будет трудным. В этом мальчишке из портового города теплилась искра, которая однажды разгорится в пламя всемирной славы. В подростковом возрасте Чон Чингук решил попробовать свои силы в большом мире музыки. В 2011 году, когда ему было всего 14, он участвовал в популярном шоу «Суперстар K3». Он не прошел в финал, но это стало переломным моментом его жизни. Молодого человека заметили крупные агентства. Несколько известных компаний хотели подписать с ним контракт, но Чингук сделал неожиданный выбор. Он выбрал тогда еще малоизвестное агентство Big Eye Entertainment. Причина была простой и искренней. Его вдохновил лидер будущей группы, RM, чьи слова и харизма убедили его, что именно здесь его истинное будущее. В 14 лет он переехал в Сеул. Для подростка это было нелегко – оставить дом, родителей, брата и привычную жизнь позади. Его ждали долгие часы тренировок, строгая дисциплина и постоянная неуверенность в себе. Но именно тогда он усвоил самое главное – вера в мечту всегда сильнее страха. В 2013 году, после многих лет стажировки, Чон Чингук дебютировал в составе BTS с синглом «No More Dream». Для молодого человека это был момент, о котором он мечтал с детства, но реальность оказалась гораздо суровее. Группа начинала с нуля, небольшая компания, ограниченные ресурсы и жесткая конкуренция в корейской индустрии. BTS критиковали и часто недооценивали. Для Чингука, самого младшего участника, это было особым испытанием. Ему нужно было доказать, что он достоин стоять на сцене рядом с остальными. Несмотря на трудности, именно на этих первых выступлениях раскрылся его талант, не только как вокалиста, но и как танцора, рэпера и спортсмена. Его разносторонность и энергия быстро выделили его среди других айдолов. Но за кулисами таилась усталость, бесконечные репетиции, сомнения и страх не оправдать ожиданий. Это были его первые настоящие неудачи, но они закалили его характер. Молодой Чингук понимал, что для успеха нужно продолжать двигаться вперед, несмотря ни на что. После первых шагов на сцене настало время, когда его мечта начала воплощаться в реальность. С выходом I Need You и Run в 2015 году BTS начали набирать популярность в Корее, а вскоре и за ее пределами. Для Чингука это стало поворотным моментом. Его голос начали узнавать, а его харизма на сцене покоряла все большую аудиторию. Вскоре такие хиты, как DNA и Fake Love, за которыми последовали выступления на крупнейших мировых сценах, сделали его и всю группу международными звездами. Армии фанатов подпевали ему на стадионах, а его музыкальные клипы собирали миллионы просмотров. Но за блеском славы скрывалась высокая цена. Чингук часто признавался, что чувствовал давление ожиданий. Он был золотым Макне, разносторонним талантом, от которого ожидали успеха во всем, за что бы он ни брался. Были моменты усталости, бессонных ночей и выгорания, но именно любовь к музыке и поддержка поклонников придавали ему силы продолжать. Эти годы стали для Чингука не только временем взросления, но и испытанием на прочность. Он доказал миру, что готов не только сиять на сцене, но и нести свою музыку сквозь трудности и сомнения. Несмотря на всемирную славу, Чингук всегда был очень скрытен в отношении своей личной жизни. Его сердце принадлежало музыке, и никаких официальных романтических отношений не было подтверждено. Он предпочитал не выставлять на показ интимные аспекты своей жизни, чтобы сосредоточиться на карьере и творчестве. Вместо этого поклонники узнавали его через его увлечения и интересы. Чингук любил рисовать, заниматься спортом, видеоиграми и фотографировать.
Татуировки занимают особое место в его жизни, каждая татуировка несет в себе личный смысл, будь то напоминание о семье, мечтах или благодарность поклонникам. Он также известен своей дисциплиной, он любит заниматься спортом, поддерживает отличную физическую форму и стремится постоянно совершенствоваться. Чингук не просто айдол на сцене, он человек, который ценит простые вещи, время с близкими, искусство и минуты тишины в насыщенной жизни. Даже за самой яркой славой скрываются тени. Чингук, которого мир привык видеть уверенным и сильным на сцене, столкнулся со многими трудными испытаниями. Давление индустрии, постоянные репетиции, интенсивные гастроли и необходимость оправдывать ожидания миллионов поклонников привели его к выгоранию. Во время пандемии, когда концерты были отменены, он признался, что чувствовал пустоту и тревогу. Отсутствие личного общения с фанатами стало тяжелым ударом. Ему приходилось бороться со слухами и критикой, как в СМИ, так и внутри себя. Но именно эти падения сделали его сильнее. Он научился преодолевать свои страхи благодаря музыке, тренировкам и поддержке близких. Чингук всегда повторял, даже самые трудные моменты – это не конец пути, а возможность подняться и двигаться дальше. Сегодня Чон Чингук – не просто золотой Макне BTS, а самостоятельный артист мирового уровня. В 2023 году он выпустил сольный альбом Golden, возглавивший мировые чарты. Его песня «Seven» стала настоящим хитом, исполняемым на всех континентах. Теперь он выступает на сцене не только как участник легендарной группы, но и как личность, способная покорить сердце миллионов. Его жизнь – пример того, как упорство и вера в мечту могут превратить парня из Пусана в мировую икону. Главное, Чингук никогда не забывает, к кому стремиться. В каждом интервью, на каждом концерте он благодарит своих поклонников за любовь и поддержку. Его история вдохновляет, какими бы тяжелыми ни были падения, всегда есть силы подняться и двигаться дальше. Сегодня Чингук – символ надежды, таланта и стойкости. Его путь напоминает всем, что мечты сбываются, если не бояться за них бороться. История Чон Чингука – это больше, чем просто биография артиста. Это история о мальчике, который, несмотря на страхи и неудачи, сумел воплотить свою мечту в реальность. Его путь с улиц Пусана на мировую сцену – доказательство того, что уверенность в себе и упорный труд способны изменить судьбу. Все мы сталкиваемся с сомнениями и трудностями, но пример Чингука напоминает нам: никогда не останавливайтесь. Даже если путь кажется непреодолимым, шаг за шагом вы сможете достичь невозможного. Дорогие зрители, если эта история вас тронула, пожалуйста, поддержите канал лайком и подпиской. Расскажите в комментариях, какой момент в жизни Чингука вдохновил вас больше всего. Ваша поддержка дает нам силы рассказывать больше подобных историй, которые вдохновляют и мотивируют.